Всем доброго утра, друзья мои. Вот опять я до утра работаю, как всегда. Как говорится, в этом и есть секрет удачи. Кто много работает, тот хорошо живет. Но еще и живет в уважении людей. Я вам дарила много ритуалов на деньги, на быстрые деньги, заговоры, денежные заговоры, на торговлю и прочее, там денежные оберег, сохран денежный, на быстрые деньги, деньги заманить. Огромное количество, потому что я считаю, что в материальном мире материальные блага имеют огромное значение. И они очень важны. От денег зависит и наше здоровье, от денег зависит учеба наших детей, их жизнь, их благополучие. Вообще очень много, если не все, зависит от денег. К счастью или к сожалению, это так. Ну, не будем углубляться сейчас. Я хочу вам подарить еще один заговор на быстрые деньги. Тем более, если вы работаете на себя. Этот заговор, как правило, для людей, которые занимаются продажами, для людей, у которых зарплата зависит от их процента, да, продажи. Подойдут, конечно, и для людей, у которых оклад, может быть, прибавят премию, если читать каждый день. Однако это на быстрые деньги, то есть на деньги, которые идут сразу же от продажи, еще откуда-то, от каких-то источников. Если у вас муж работает, вы дома сидите, читайте, начитывайте. Через вас придет мужу, у него будет много заказов, и он будет зарабатывать. Мама работает, то есть вы можете просто читать, деньги придут в семью. Какими путями они придут, вам это знать не обязательно. Конечно, если вы будете просто сидеть, ничего не делать, или никто ничего не будет делать, тем более некоторые вообще пьют не просыхая и говорят, и как же, откуда же у меня будут деньги? Я тоже не знаю, откуда они могут быть вообще. Так не пойдет, это несерьезно. Понимаете как? Силы берут у вас энергию, старания, время и взамен дают благополучие. Извиняюсь. Так вот, если вы не хотите тратить ни времени, ни энергии, ни старания, ни каких-то умственных ваших способностей, талантов, ничего не хотите делать, понятное дело, что к вам ничего не придет. Но, читая такие заговоры, иногда придут идеи, как заработать быстрые деньги. Иногда придут идеи, как, скажем так, каким образом подняться, что делать. Иногда муж подарит деньги, иногда отец, мама, смотря откуда. Вот, например, я вам показывала голосовой, где девушка плачет, в конце аж заплакала от радости. Она инвалид, она, по-моему, третьей группы, в общем, с ограниченными возможностями человек. Но она очень хотела машину. И вот она говорит, я даже не знала, откуда вообще этот источник придет. Мы с мужем работали, никак не могли ничего, да, подняться. И она начала просто начитывать на деньги. Читать. И в один прекрасный день родители сделали ей сюрприз, подарили ей машину. И она просто плакала от счастья. Видите, у них появилась возможность подарить машину. Это, с одной стороны, знаете, как духи не только именно напрямую вам дарят, а еще и тем людям, которые хотят вам сделать подарок, дают возможность это сделать. Когда я говорю, начитываю на дары, например, да, я не начитываю уже давно, они и так приходят. Но если начитать на дары, это не потому, что люди не хотят вам что-то дарить, прям сопротивляются, а тут вы начитали, и кто-то их заставил вам что-то подарить. Нет. Это означает, что люди давно хотели вам подарить, но не было у них возможности. И когда ты начитала, у них эта возможность появилась, они купили и подарили тебе. Понимаете? Толчок. Ты работай, а силы будут помогать. И тогда результат будет отличный. Итак, на быстрые деньги. Читается 3 раза в день. Ну, неважно, когда вспомните, в принципе, 3 раза постарайтесь прочитать. 3 раза по 3 раза в день. Вот часто, каждый день читать. Тем более, если вы официантом работаете, если вы продавцом работаете, неважно. У вас все время будут деньги идти, чтобы
как бы вам сказать, из разных источников, чтобы оттуда вам дали ваш процент или еще как-то, но вы будете постоянно зарабатывать. Как это действует? Вот, кстати говоря, деньга липни к рукам. Вчера, да, по-моему, я вам давала этот ритуал. Женщина сказала, я с вами буквально села, начитала, начала переписывать, и у меня звонки, а 2 недели молчали. Другая написала внизу, муж там сколько-то времени алиментов не платил, и тут сразу же отправил, значит, большую сумму на карту. Вот вам и пожалуйста. Вы когда садитесь за машину, уже приводил этот пример миллион раз, еще раз приведу. Вот вы сели за машину, да, завели машину и едете. Вы ж не думаете о том, как бензин там зажигается, куда поступает, как аккумулятор работает, а как мотор там работает. Нет, вас научили, как ездить, все, у вас есть права, вы можете управлять транспортом, все, вы сели и поехали. Как там внутри что функционирует, вас не волнует. Главное, что он едет, просто вам подчиняется. То же самое здесь. Как вам дадут, через кого придет, каким образом, какими путями, кто там чего, а как, из ниоткуда, как мне принесут, а вот чего. Забудьте, отпустите ситуацию. Вы попросили у Вселенной, это ее забота, как вам дать и через кого. Знаете, какие случаи бывают, когда мать начитала, там, например, помощь сыну, мужу, есть ритуал, да? Она начитала, и через некоторое время она говорит, вот неожиданно мне сын звонит и говорит, мам, представляешь, вот ни с того ни с сего, просто в кафе познакомился с человеком, у которого там фирма, в общем, и так далее. Разговорились, обменялись телефонами, поехал, устроился на работу. Большая зарплата, замечательные люди. Ну, вот так вот получилось, да, человек сидел и просто поговорили, а вы что, вот профессионал, вы специалист, а вот мне как раз вот нужна, и все, понравились друг другу. Видите, как из ниоткуда это дали. Да? По сути, если вы будете сидеть и переживать, а как это возможно? Вы делаете свою работу, вы работаете, вы делаете, вы просите. Откуда вам дать? Она сама решит. Это уже не ваша забота. Итак, вот такой вот заговор. Он основан на более, скажем так, древней традиции, визуализации, притягивания удачи. В общем, там есть секреты, ключи, о которых я вам рассказывала много раз. Я думаю, что по новой говорить не стоит. Итак, начнем. Такие заговоры обычно я называю купеческие заговоры или купеческие секреты успеха. Потому что в основном вот подобные ключи, они встречаются в купеческих заговорах. То есть у этих людей тоже были свои заговоры, свои талисманы, денег. Они ведь зависели полностью от денег. Их социальное положение и положение их детей, потомков, да вообще их жизнь, она зависела от денег. Они были купцы, и на них смотрели как на денежный мешок. То есть они носители финансов. Конечно же, они очень переживали и очень боялись за денежные потери. Конечно же, они начитывали, чтобы они вдруг конкуренты их не обошли. Конечно же, они были начеку, чтобы суметь товар продать лучше, быстрее. Так что они тоже при себе имели различные, скажем так, свои тайны, свои секреты, которые передавали из поколения в поколение. И вот многие купеческие заговоры, они, собственно говоря, и вам послужили, потому как, изучая историю, вы знаете, мне подарили как-то уникальную книгу с собрание заговоров, ритуалов и прочее, начиная от XVI века и до наших дней. И причем это не книга именно о заговорах, это судебник, в которых написано, как судили людей за колдовство. И там приводят и эти заговоры, то есть судьи приводят в личном деле то, что нашли. Вот одного дьяка, значит, лишили сана за то, что он непотребными заговорами вовлекал девок и, в общем, получал свои телесные удовольствия, похоть свою удовлетворял. И приводится этот заговор, уникальный заговор просто. Книга редкая, их выпустили 50 штук всего лишь в мире.
Вот мне подарили. То есть вы спрашиваете, откуда вот эти знания и так далее. Естественно, те заговоры я не возьму, потому что это не мое. Но зная технику создания заговоров, изучая, зная, понимая, естественно, на этой почве создашь сильную работу. Оно понятно. Для этого надо изучить, для этого нужно иметь мозги, иметь разум, иметь знания, иметь желание. Просто так с пустой головой ты ничего не создашь. Даже если тебе наизусть там заставят выучить, но это не твое, не твоя информация. Ты все равно неестественно будешь выглядеть. И, понятное дело, оно не твое. Так вот, этот дяк после того, как его лишили сана, он ушел, значит, жить совершенно обособленно, далеко. Через некоторое время о нем узнали, как у него появилась слава очень известного колдуна, он разбогател и так далее. Значит, ему было дано, просто он искал духовную пищу. Он нашел сначала в монастыре, но понял, что это не его, и все-таки оттуда ушел. Вот, имея в виду, что из архивов изучает, ты понимаешь, это купеческие там заговоры удачи, это такие-то, это княжеский заговор удачи и победы, понимаете? Вот это из купеческих заговоров. Начнем. Город златоглавый, рынок золотой, лавка богатая, а купец знатный спит в лавке. Купец спит, а торг идет. За купца духи торговые товар продают, для купца в сундуках деньги собирают. А купец сон видит, как духи хоровод ведут, да вокруг купца пляшут. И духи вдруг в деньги превращаются, и к спящему купцу прилепляются. Эй, вы духи торговые, деньги не купцу, а мне собирайте. Эй, вы деньги-денежки, от купца отлепитесь, и ко мне, ваше имя, например, к Инге, прилепитесь. Ключ, замок, язык, заклято. Немного так перепутала, устала. Сейчас еще раз прочитаю уже четко. Город златоглавый, рынок золотой, лавка богатая, а купец знатный. Спит в лавке купец, а торг идет. За купца духи торговые товар продают. Для купца деньги для купца в сундуках собирают. А купец сон видит, как духи хоровод ведут, да вокруг купца пляшут. И духи вдруг в деньги превращаются, и к спящему купцу прилепляются. Эй, вы духи торговые, деньги не купцу, а мне собирайте. Эй, вы деньги-денежки, от купца отлепитесь, и ко мне, Инги, прилепитесь. Ключ, замок, язык, заклято. Вот я вас просто учу, просто снимаю ролик, а уже через минут 15-20 у меня на карту поступают деньги всегда. Благодарность или еще что-нибудь. Всегда. Или кто-то был должен, уже может заплатить, понимаете? Вот закономерно. Хотя я здесь сейчас просто вас учу. Но они настолько сильно, они срабатывают, пространство слышат уже, тем более у такого человека, как я, который уже весь в этом всем, понимаете, уже вокруг просто тонкий мир подстроился под меня давно, он меня слышит и тут же делает. Он все принимает как приказ, как указание, как желание, да, как наставление, как направление, и все. Вот все, что от тебя исходит. Вот поэтому я вам говорю, часто делайте. Придет время, когда вам достаточно один заговор читать, и у вас очень сильные работы просто решатся. Но для этого вы должны свою энергию приспособить, приучить к денежной силе. А то люди, знаете, раз в месяц какой-то шепоток прочитали, и нет, ну ерунда, ничего не работает. Ради себя стараться не хотят. Да как это можно? Пробейте эту стену. Пробейте, живите хорошо, вам все даром дается, тысячи работ. Просто, ну, знаете, вот сидишь, зла не хватает. Месяц-два проходит, ой, ну, помогите. Я говорю, 2 месяца назад я вам сказала сделать, сделали. Ну, я как-то боюсь. Ни хрена ты не боишься, просто тебе лень задницу поднять. Ничего человек не боится. Единственное, что в этой жизни человека удерживает, это лень. Из-за лени женщина будет терпеть побои, лишь бы самой не работать, кусок хлеба просто у него взять. Ну, пускай пинает, но хотя бы я не стараюсь, ничего не делать. Из-за лени человек не поменяет свою жизнь. Из-за лени человек не переедет, чтобы вот эту вот зону комфорта не покидать. Понимаете? И ничего не добьется. Лень. Обычная человеческая лень. Ради себя лень что-то сделать. Вот скажешь, иди в 3 реках купайся, вернись, у тебя деньги появятся, сделает. Сложные вещи, побежит. А здесь возьми ритуал, просто заговор прочитай, не сделает. Вот что обидно, увы. Итак, извиняюсь, давайте еще раз почитаем. Город златоглавый, рынок золотой,
Лавка богатая, а купец знатный. Спит в лавке купец. А торг идет. За купца духи торговые товар продают. Для купца в сундуках деньги собирают. А купец сон видит, как духи хоровод ведут. Да вокруг купца пляшут. И духи вдруг в деньги превращаются и к спящему купцу прилепляются. Эй, вы, духи торговые, деньги не купцу, а мне собирайте. Эй, вы, деньги, денежки, от купца отлепитесь и ко мне прилепитесь. Ну, имя называйте. Ключ, замок, язык. Заклято. Здесь одно слово туда, одно слово сюда, это не страшно. Там можно и так произносить, там я несколько раз по-разному произнесла слово, то есть поменяла местами. Остальное, в принципе, именно так, как я говорю. И вы увидите результат, собственно говоря, за короткое время. Всем удачи, живите так, как вам хочется. И не обращайте внимания абсолютно, как хотят, чтобы вы жили вокруг. Люди завистливые, они всегда хотят, чтобы вы жили плохо. Объясню почему. Когда человеку тяжело, его подчинить легче. Человек бедный, человек неудачливый, он зависим от друзей, от родственников, понимаете? А когда человек независим, он вызывает раздражение, зависть, еще что-нибудь. Но вам должно быть параллельно, потому что вы пришли в этот мир жить богато, одевать все, что хотите, кушать, что хотите, отдыхать, где хотите. А для этого нужны деньги, давайте признаем. А чтобы были деньги, надо работать. А чтобы работа давала удачу, надо просить силы, их благословения. А чтобы было благословение, надо читать и просить. А чтобы просить, надо не лениться. И так можно без конца, до бесконечности. Всего хорошего.